Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы приехали на насосную станцию 354 для того, чтобы посмотреть, как здесь идет вода уже в соединительный канал. Воду пустили, наконец-таки. То есть уже не за горами вода дойдет и до межгорного водохранилища. Конечно же, я это узнал благодаря только вам. Вы мне написали в комментариях, что здесь уже пошла вода. Конечно, огромное вам спасибо. И всем огромное спасибо за то, что вы поддерживаете мой канал. Конечно же, подписывайтесь на него, и теперь мы все посмотрим. Вот, друзья, в ту сторону и идет сам соединительный канал. Это у нас насосная станция. Ну, она в данный момент не перекачивает воду. Видимо, решили, помните, как я говорил в прошлом видео, что, скорее всего, вот эти вот шлюзы можно открыть. И вода пойдет. Так, кстати, и сделали. Приоткрыли, по крайней мере, один шлюз там открытый, и вода сейчас поступает в соединительный канал. Тогда вы у меня спрашивали, а зачем здесь нужна насосная станция? А потому что через вот эти шлюзы вода не поднимется на тот уровень, который надо. Потому что сама насосная станция, она поднимает воду выше. И тогда его заполнить можно будет полностью. А это, видимо, для начала, чтобы земля сначала пропитывалась водой, а потом уже в дальнейшем и запустят саму насосную станцию. Раз пошла сюда вода в соединительный канал, тогда и начнем про него что-то уже и рассказывать. А начинается он от Раздольненского рисового канала с насосной станции 354. Оканчивается Сакским каналом, который является основным источником межгорного водохранилища. Но все, друзья, по порядку. Кстати, протяженность соединительного канала составляет 41,3 километра. Ну и сверху, конечно же, хорошо видно Раздольненский рисовый канал, и от него отходит ветка на насосную станцию, именно на соединительный канал. И это первая насосная станция, которая установлена на этом канале. Так, друзья, здесь перед насосной станцией установлены там специальные решетки, которые и не позволяют поступать мусору к насосам, перекачивающим воду. Видите, здесь такая чистая площадка, без всякого мусора. А также соединительный канал предназначен для орошения 88 тысяч гектар земли в 5 районах: в Первомайском, Раздольненском, Черноморском, Сакском и Красногвардейском. Соединительный канал был введен в эксплуатацию 18 июня 1984 года. И в данный момент мы видим еще одну ветку, но это уже от Раздольненского рисового канала отходит. В данный момент она не заполняется. То, что там немного воды, это просто просачивается через шлюзы. Но она туда поступать будет тоже самотеком. Ну и вот, друзья, мы с вами видим, как и поступает водичка в соединительный канал. Кстати, вода эта попадает самотеком из Северо-Крымского канала. Видео я вам оставлю, как всегда, в подсказочках наверху. Там вы можете посмотреть, как в Раздольненский канал попадает вода. И дальше она уже самотеком, как вы видите, идет дальше. Сам Раздольненский рисовый канал, и вот эта ветка, которая и отходит в сторону соединительного канала. Как вы видите, там есть колодцы, один из них открыт, и водичка поступает в этот канал. Ну а теперь вид сверху, где именно открыт шлюз для того, чтобы наполнять соединительный канал. Но здесь еще, если вдруг надо будет, здесь еще установлен один узел, где можно перекрыть сам этот Раздольненский канал и воду не пускать дальше. Но в данный момент здесь сейчас открыто, и вода бежит дальше по Раздольненскому каналу. Я когда в прошлый раз здесь был, здесь тоже он был открыт, и вода поступала дальше по каналу.
Вот очень хорошо видно по течению, как идет водичка. Ну что, друзья, сейчас мы посмотрим на два канала. Один раздольнинский, а другой соединительный. То есть мы сейчас с вами проедемся по соединительному каналу. А по раздольнинскому и где он заканчивается, мы увидим уже в следующей серии. Сегодня мы будем рассматривать соединительный канал, чтоб не путаться. Вот, друзья, мы продолжаем наш путь вдоль соединительного канала. Вода здесь еще есть. Как вы видите, вокруг меня одни поля. И идет еще дальше. Сейчас мы попробуем доехать до насосной станции и посмотреть, как там все-таки обстоят дела. Дошла вода до туда или нет. Ну и вот, друзья, мы добрались до того места, докуда вода и приходит, Днепровская, самотеком. И это у нас насосная станция 355. Кстати, на этой насосной станции высота подъема воды составляет 22 метра. Ну а теперь, естественно, как вода будет здесь накапливаться, ее будут постоянно перекачивать дальше по соединительному каналу. До следующей насосной станции вода тоже пойдет уже самотеком. Ну и на данный момент мы видим, что насосная станция не работает. Но она работала. Раз здесь есть вода, значит ее уже перекачивают. И как я говорил, на протяжении всех 8 лет все насосные станции в Крыму поддерживались почти в идеальном состоянии. И вот оно доказывает то, что вода раз здесь есть, значит ее уже перекачали. И если бы эти насосные станции были бы в нерабочем состоянии, то естественно восстановить их за такое короткое время, как быстро прибывает вода, просто-напросто не получилось. Ну а теперь нам осталось дождаться фермеров, ведь в первую очередь вода будет подаваться именно им, для того, чтобы они могли высадить свой урожай. Например, рисовые чеки залить водой, и после этого только вода уже дальше будет подаваться на крымские водохранилища, которые зависят от всех этих каналов. Ну и здесь мы, друзья, с вами видим, как обычно перед насосной станцией установлена решетка, которая и собирает весь мусор, который приходит по каналу вниз. Дальше по соединительному каналу еще будет несколько насосных станций. Ну а потом Сакский канал. И уже потом аж, друзья, через Дюкер вода подымется и попадет в межгорное водохранилище, которое много лет не пополнялось водой. Но все впереди, так что все у нас пополнится. Ну что, друзья, будем теперь ждать воду в межгорное водохранилище, когда все-таки она до туда дойдет и будет наполняться. Надеюсь, видео вам понравилось, но об этом я могу узнать, друзья, только из ваших комментариев. И, кстати, я в комментариях оставлю ссылочку на мой Яндекс.Дзен. Это на случай, если заблокируют YouTube на территории России, то мои видео можно будет всегда найти там. Переходите, подписывайтесь, ну, на всякий случай. А если не заблокируют YouTube, то вообще будет все хорошо. Вам, друзья, огромнейшее спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии, лайки, друзья, за то, что вы делитесь моими видео с друзьями. Конечно же, друзья, всем добра и мира. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!